Какой станет потенциальная энергия пружины, если ее из недеформированного состояния сжать на 5 см? Коэффициент жесткости пружины равен 40 ньютон на метр. Здесь пружина, сжимаем ее на расстояние 5 см. Напишем так, дельта L равно 5 см. И коэффициент жесткости пружины известен, это 40 ньютон на метр. Интересует, какая будет энергия этой пружины. Помним о том, что сила пружины зависит от ее сжатия. Если, например, мы сжимаем пружину, значит сила воздействия она будет противоположна направлению сжатия, она пытается распрямиться, тогда мы должны сказать о том, что сила, с которой действует пружина уже на нас, будет равна минус kx. X это величина сжатия пружины, k это получается коэффициент жесткости. Значение силы F по модулю будет равно просто значению kx. Теперь посмотрим, каким образом проходит процесс сжатия пружины. Мы отложим значение силы F, сжатия пружины, и отложим расстояние, с которым мы ее сжимаем, значение x. То посмотрите на формулу F равно kx. Напоминает нам значение графика y равно ax. График будет выглядеть вот таким образом. Сила будет увеличиваться с увеличением естественного значения x. Чем мы больше сжимаем пружину, тем больше будет сила. Чему равна работа при этом? Это работа. Мы знаем о том, что если она воздействует на V с какой-то силой и в течение какого-то расстояния, это F умножить на S. Для того, чтобы мы сжимали пружину, нужно, вот в данном случае, вот значение расстояния, нужно реально посчитать, какая будет работа выполняется вот этой силой вот в этом треугольничке. А как ее можно посчитать? Если у нас, допустим, есть значение вот это, мы сжали его на x, а это получается f равно чему? kx умножить на x, то работа будет равна площади вот этого треугольника. Вот эта работа будет равна чему? F умножить на x, а f равно kx, получаем площади вот этого треугольника. А треугольник это что такое? Один катет умножить на второй катет и разделить пополам. Дело в том, что f зависит от x. Чем больше x, тем больше f. И естественно, площадь вот этого треугольничка будет определена f умножить на x поделить на будет равна 1/2 f умножить на x, где f это x. И так будет равна 1/2 kx и умножить на x. Смотри, kx умножить на x. Работа по сжатию пружины будет равна 1/2 kx квадрат. Другими словами говоря о том, что работа, выполненная по сжатию пружины, возвратится той же самой энергии. Энергия сжатой пружины будет равна выполненной вот этой работе. Можем написать, что w равно a и равно вот этому значению 1/2. K это что? 40 ньютон на метр, так? И на kx квадрат. X квадрат чему равно? 5 сантиметров в квадрате умножить на 5 сантиметров в квадрате. Здесь метры. Нужно это дело все превратить в соответствующие величины. Здесь можно сразу сократить будет ньютон на метр. Двойку мы сократим. Четвертое. Что множится на скобочка 5 умножить на сантиметр. Что такое сантиметр? Это 1 метр делится на что? На 100. Все это в квадрате. Равно 20 ньютон на метр. Умножаем. 5 в квадрате это 25. И здесь у нас будет метры квадратные вверху. Внизу у нас 100 квадрат. И размерность, что у нас получается? Вот этот квадратик уберется с этим метром. Получается ньютон на метр. Получаем джоуль. Перенесем эту сотку из знаменателя в числитель. 20. Сократим вот эту двоечку с этим метром. 20 ньютон на метр. Будет джоуль. 20, что множится на 25, что множится на 10 в минус к четвертой степени чего? Джоули. Почему? Потому что ньютон на метр это у нас джоули. А метры мы здесь получили из-за того, что мы сократили этот квадрат с этим метром. И все это дело посчитаем. 500 множится на 10 минус 4 джоули, либо равно 0,05 джоули. Возвращаясь еще к началу этой задачи, дело в том, что мы определили силу, которая зависит от расстояния. Сила изменяется с моментом. С чем больше мы сжимаем пружину, тем она больше сжимается. Поэтому работа, естественно, будет выполняться умножением силы на расстояние, на которое мы сжимаем. Вот эти все кусочки мы должны сложить. Поэтому нам нужно было определить, какая будет выполненная работа на расстоянии сжатия пружины x. А поскольку F зависит от x, мы понимаем о том, что работа, которую мы выполняем при сжатии пружины, будет равна площади вот этого треугольничка. Мы его и получили. А поскольку этот катет, это у нас f равно kx, этот катет x, треугольный треугольник, чему равна площадь вот этого треугольника? Равна 1/2, один катет умножить на второй катет. Вот мы взяли 1/2, один катет и умножили на второй катет. Получили, что работу, которую мы должны выполнить при сжатии пружины или при растяжении пружины, это без разницы, будет равна площади вот этого треугольника и будет равна 1/2 коэффициент жесткости умножить на x квадрат. На вот расстояние, которое мы либо сжимаем, либо растягиваем. Если мы сжали пружину вот в этом состоянии на x, она будет иметь потенциальную энергию, которая будет равна работе, которую мы выполнили при сжатии. Записали и мы посчитали.